Привет, друзья! Сегодня у нас сразу несколько новостей, которые могут изменить жизнь Европы и Германии. Что скрывается за громкими спорами в Брюсселе вокруг будущего автомобилей? Почему НАТО срочно усиливает восточный фланг после сообщения о дронах в Польше? И как в Баварии альтернатива для Германии получает рекордную поддержку? А еще, почему молодежный билет на транспорт в Тюрингии так и не приняли? Чем грозят новые правила Европейского Союза для фермеров? И с какими уязвимостями столкнулась система безопасности в Саксонии? Обо всем этом прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главные последние новости, и делитесь своим мнением в комментариях во время просмотра. Итак, в Брюсселе на автосаммите у Европейской комиссии возникла серьезная дискуссия вокруг плана полностью запрета в продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ДВС с 2035 года. Европейская комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, и крупные автопроизводители, такие как глава Mercedes-Benz Ола Келлениус, президент Ассоциации автопроизводителей, выступили с требованием пересмотреть или ослабить жесткие правила. Келлениус заявил, что цель с нулевыми выбросами справедлива, но метод ее достижения слишком драматичен. Запрет с твердой датой может оказаться однонаправленным подходом. Также Ассоциация автопроизводителей Германии требует большей гибкости в регулировании выбросов СО2, особенно с учетом существующих технологий, гибридов и использования синтетического топлива. Со стороны политиков звучали разные мнения. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на автосалоне в Мюнхене призвал к более гибкому подходу и подчеркнул необходимость баланса между экологией и конкурентоспособностью. Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия все-таки рассмотрит возможность корректировки и представит к концу года предложение, касающееся запрета двигателей внутреннего сгорания и связанных СО2 норм. Таким образом, самая обсуждаемая тема не отменила цели, а ее реализация, когда и как именно будет вводиться запрет, какие технологии должны быть исключены или допущены, гибриды, синтетическое топливо и другие. От этого зависит будущее автопрома Европы и его способность конкурировать на мировом рынке. И это еще не все. В федеральной земле Тюрингия предложение партии левых ввести льготный проездной билет, внимание, за 28 евро в месяц для молодых людей до 27 лет было отклонено в Ландтаге. Идея заключалась в том, чтобы сделать общественный транспорт более доступным для молодежи. Министр транспорта Тюрингии Штефан Шчуц признал, что такое льготное предложение имеет свои преимущества, но считает, что сейчас более важно сохранить действующий проездной Deutschland Ticket стоимостью 58 евро в месяц. Он объявил, что для бюджета земли такая сумма уже сейчас представляет серьезную нагрузку. Андреас Шуберт, депутат от левых, подчеркнул, что предложение имело поддержку от различных организаций, от палаты ремесел, социальных объединений и других. Он также предлагает поэтапное внедрение данного билета. Но представители Объединенной коалиции, партии Христианско-демократический союз и Союз за справедливость и порядок и Социал-демократическая партия Германии СДПГ решили, что реализация 28-еврового билета пока невозможна. Они выразили мнение, что сначала необходимо укрепить финансово действующие транспортные программы и обеспечить доступность уже действующих билетов. Таким образом, пока льготный билет для молодых людей не будет введен, пока же в центре внимания остается сохранение и улучшение Deutschland Ticket как ключевого проездного, уже широко используемого в региональном и местном транспорте. И еще одна важная новость в продолжении обсуждения действий НАТО на восточном направлении. После того, как в воздушное пространство Польши проникли множество дронов, Североатлантический альянс НАТО объявил об усилении восточного фланга. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новая операция под названием «Восточный страж» начнется незамедлительно. По словам Рютте, в операцию войдут ресурсы из таких стран, как Германия, Дания, Франция и Великобритания. Будут задействованы сменные силы для защиты воздушного пространства, включая меры против дронов. Офицер НАТО генерал Алексис Гринкевич подтвердил, что операция будет начинаться сразу же и распространяться вдоль всего восточного фланга от Балтики до Балкан. Германия уже приняла конкретные шаги. Я вам в прошлом выпуске рассказал, что число истребителей, участвующих в воздушной защите над Польшей, будет увеличено с 2 до 4, и они останутся в зоне дежурства до конца года. Также Франция направляет еще 3 самолета для помощи в патрулировании. Польша оценила нарушение воздушного пространства как серьезный инцидент. Министр обороны Польши Владислав Козиняк-Камыш заявил, что число проникших в воздушное пространство дронов может быть выше, чем первоначально сообщалось, и что это ставит под угрозу безопасность всей страны.
Но давайте посмотрим на новости по рейтингам партий в Баварии. В Баварии партия «Альтернатива для Германии» АДГ получает рекордный уровень поддержки. По последнему опросу она набрала 19% голосов, что стало ее наилучшим результатом в штате по данным крупных исследовательских институтов. Партия «Христианско-социальный союз» ХСС, который возглавляет Маркус Зёдер, в этом опросе получила 37%, что ниже привычных цифр. Партия «Свободные избиратели», партнер ХСС по коалиции, сейчас имеет поддержку в 10%, что тоже ниже их результата на выборах в 2023 году. Если сложить голоса ХСС и «Свободных избирателей», их коалиция все же сохраняет большинство в баварском земельном парламенте, но уже очень узкое. Среди прочих партий «Зеленые» получают около 15%, чуть выше своего прошлого результата, а партия СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, около 8%, что ниже их прошлых показателей. А дальше новости Германии, которые вызывают обсуждения и споры. В земле Тюрингии сельскохозяйственные предприятия готовятся к серьезным финансовым потерям из-за реформ в системе субсидий Европейского Союза. По информации Союза фермеров Тюрингии, если предложенные изменения вступят в силу, многие хозяйства ощутят удар по доходам. Суть реформы в следующем. Власти Европейского Союза планируют ввести потолок на прямые выплаты, которые фермеры получают регулярно. Выплаты свыше 60 тысяч евро на одно хозяйство будут уменьшаться, а от 100 тысяч евро могут быть полностью отменены. При этом часть средств, связанных с оплатой труда работников, все же будут приниматься во внимание. Президент Союза фермеров Тюрингии Клаус Вагнер говорит, что такие ограничения станут серьезным испытанием для всего сельского хозяйства в Восточной Германии. Он предупреждает, около 375 хозяйств в Тюрингии, которые обрабатывают порядка 500 тысяч гектаров земель, рискуют столкнуться с сокращением части субсидий. Для многих фермеров прямые выплаты – это ключ к стабильному доходу. Если их урежут, они не смогут предсказать свои доходы, и многие новые проекты или рост расходов станут невозможными. Фермеры и их союзы призывают к тому, чтобы в этой реформе учитывались не только размеры хозяйств, но и их особенности, количество работников, экологические обязательства, трудовые условия. Они требуют, чтобы субсидии не вредили малым и средним хозяйствам, которые слабо интегрированы в большую агропромышленную систему. И это еще не все. В Саксонии партия «Союз Сары Вагенкнехт» резко критикует правительство канцлера Фридриха Мерца за недостатки в системе подготовки к кризисам. Представители Союза Сары Вагенкнехт обратили внимание, что в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций население может столкнуться с нехваткой защиты и помощи. Первым делом они указали на отсутствие убежищ, защитных помещений, нет официальных укрытий, куда можно было бы эвакуировать людей, прилегающих территорий. Также Союз Сары Вагенкнехт заявляет, что в Саксонии нет достаточного числа аварийных приютов и нет четкого концепта, который бы системно готовил регион к катастрофам. Депутат от Союза Сары Вагенкнехт Йенс Хеншель-Тёринг указал, что ответ Министерства внутренних дел показывает, что у федеральной земли нет полной информации о возможных угрозах, недостаточно данных о состоянии инфраструктуры и резервов на случай кризиса. Союз Сары Вагенкнехт призывает правительство Саксонии действовать быстро, разработать четкий план кризисных подготовки, обозначить ответственность за убежище, обеспечить наличие запасов и ресурсов, которые могут понадобиться в экстренных ситуациях. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.